Привет, друзья! Сегодня в Германии сразу несколько неимоверных событий. В Лужице, в Германии, начинается проект, о котором говорят как о шаге в будущее. На месте старой угольной электростанции появится огромный энергетический резерв. Та самая гигабатарея, что может изменить баланс всей энергосистемы Европы. Но этим новости не ограничиваются. В Берлине обсуждают новые результаты опроса. Все больше жителей признаются, что стали чувствовать себя менее уверенно на улицах. Даже при стабильной статистике люди чувствуют иначе. Почему? Об этом чуть позже. А за океаном решение, которое может повлиять на всю Германию. Акционеры Tesla приняли новый план для Илона Маска с условиями, которых еще не было даже в истории. Обо всем этом расскажу буквально за пару минут. Итак, в немецкой Лужице готовят проект, который уже называют прорывом в энергетике Европы. Компания LEAG объявила о строительстве самого крупного в Европе аккумуляторного хранилища энергии. Будущий гигант разместят на территории бывшей угольной электростанции Яншвальде в федеральной земле Бранденбург. Мощность комплекса до 1000 мегаватт, а запасаемая энергия 4000 мегаватт-часов. Этого хватит, чтобы несколько часов снабжать электричеством более 1,5 миллиона домов. Проект получил название «Гигабатарея» и призван стать основным резервом для немецкой энергосети. Днем система будет накапливать избытки энергии от солнца и ветра, а ночью возвращать ее в сеть, стабилизируя подачу. Эксперты считают, что проект в Лужице станет символом перехода Германии на новые источники энергии и примером того, как регионы бывшей угольной промышленности могут стать центрами зеленых технологий. Следующая новость – одна из самых обговариваемых за последние дни. Акционеры компании Tesla одобрили беспрецедентный план вознаграждения для ее руководителя Илона Маска. Это крупнейший компенсационный пакет в истории корпоративного мира. Его общая сумма при успешной реализации проекта может превысить $1 триллион. По решению собрания Маск получит право на огромный пакет акций компании, но только если выполнит целый ряд жестких условий. В течение 10 лет он должен добиться стремительного роста капитализации Tesla и вывести на рынок новые технологии, включая беспилотные автомобили, сервис роботакси и даже гуманоидных роботов. Глава совета директоров Робин Денхолм подчеркнула, что если цели не будут достигнуты, Маск не получит ни $1. Эксперты отмечают, что это соглашение – ставка на будущее. Tesla уже давно перестала быть просто производителем электромобилей и превращается в технологическую империю, где ключевая фигура – Илон Маск. Его успех или провал определит не столько судьбу самой компании, но и направление всей мировой индустрии высоких технологий. Следующая новость связана с обсуждением изменения обстановки в стране. Все больше жителей Германии отмечают, что стали чувствовать себя менее уверенно в повседневной жизни. Свежий опрос показал, только половина жителей страны чувствует себя в безопасности в общественных местах. Еще в начале года таких было заметно больше. Особенно заметно это среди женщин, их уровень доверия к безопасности упал сильнее всего. Многие говорят, что теперь стараются не выходить поздно вечером или избегают безлюдных мест. И это при том, что официальная статистика преступлений почти не изменилась. Но люди все чаще рассказывают о напряженных и неприличных ситуациях в парках, на вокзалах, в транспорте. Канцлер Фридрих Мерц признал, что общественное беспокойство действительно растет и поручил ведомствам усилить охрану порядка в городах. Ощущение спокойствия, которым Германия когда-то гордилась, постепенно ослабевает. Все больше граждан ждут от властей реальных действий, чтобы вернуть уверенность и порядок. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии усиливается новая проблема, на этот раз на рынке жилья. Все больше семей среднего класса не справляются с растущими расходами на аренду и коммунальные услуги. По последним данным, уже более 7% немецких семей вынуждены отдавать свыше трети своего дохода только за жилье. Еще около 12% тратят на аренду почти половину своего бюджета. Особенно тяжело стало молодым семьям с детьми, все чаще они живут в квартирах, которые уже не соответствуют их потребностям. Количество тесных, переполненных квартир растет по всей стране. От Мюнхена до Гамбурга. Эксперты отмечают, предложение нового жилья не поспевает за спросом. Строительные проекты останавливаются из-за высоких процентных ставок и цен на материалы. В результате даже люди с устойчивым доходом
оказывается перед выбором – переплачивать за аренду или жить в условиях постоянной тесноты. Власти Германии признают, проблема приобрела общенациональное значение и требуют внимательного подхода. И это только начало. В Германии разгорается экономический спор вокруг нового пенсионного пакета правительства Мерца. Министерство труда во главе с Бербильбас предлагает, внимание, зафиксировать уровень пенсии на отметке 48% от среднего дохода и удерживать этот показатель вплоть до 2031 года. На первый взгляд идея кажется справедливой, пенсионеры должны быть защищены от падения доходов. Но эксперты выражают серьезное беспокойство. По подсчетам экономического объединения «Инициатива за новую социальную рыночную экономику», это решение обойдется государству, внимание, почти в 480 миллиардов евро до середины века. Иными словами, молодое поколение работников будет оплачивать сегодняшние гарантии из собственных будущих налогов. Особенно резко выступают представители Христианско-демократического союза ХДС. Молодежное крыло этой партии заявило, что этот план может вызвать серьезное давление на будущее бюджета и назвали его неустойчивым и рискованным. Однако федеральное правительство Мерца все-таки настаивает, пенсионная стабильность – это основа доверия к социальной системе. По словам представителей Министерства труда, пенсионеры, которые всю жизнь работали, должны получать достойное обеспечение. Экономисты же предупреждают, если не будет реформ, Германия может столкнуться с периодом увеличения долговой нагрузки и налогового давления. А дальше еще интереснее. Немецкий автоконцерн BMW удивил экспертов. Несмотря на экономический спад и нестабильный рынок, компания показала резкий рост прибыли. Например, за третий квартал этого года чистая прибыль концерна составила 1,7 миллиарда евро, что более чем втрое превышает результат прошлого года. С началом года BMW уже заработала около 5,7 миллиарда евро, обогнав таких гигантов, например, как Mercedes-Benz и Volkswagen. Эксперты называют это уверенным сигналом. Немецкая автоиндустрия еще держит марку. Руководство компании заявило, что успех связан с устойчивой бизнес-моделью и ростом продаж электромобилей. Особенно хорошо показала себя модель BMW iX3, спрос на которую в Европе значительно превысил прогнозы. Однако аналитики предупреждают, на ключевых рынках, особенно Азии, сохраняются риски. Спрос снижается, а торговые пошлины растут. Тем не менее, BMW остается одним из самых стабильных игроков в автомобильной отрасли Германии и уверенно движется к завершению года с сильными показателями. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.